Добрый день, уважаемые зрители канала Рыболовные сети и рыболовные мережи. Сегодня мы будем с вами изготавливать сеть на протоку. Будем использовать с вами, нить 1,2, ячея 45, те сетеполотна, которые мы сращивали. Будем использовать верх плавающий шнур Патент 9 грамм на метр и нижний грузовой шнур 30 грамм на метр. На протоку там есть течение. Так как мы с вами в принципе уже знаем, как изготавливать сети, да, уже разбирали этот момент, в этом, в принципе, я вам покажу только один момент здесь, да. Не буду заострять ваше внимание на все, что-то, может, я вспомню, вам поговорю. Да? Скажем, один момент, когда вы садите вверх на шнур Патент. Когда, к примеру, когда у вас идет посадка на Патент, и ваше расстояние заданное, к примеру, попадает на поплавок, вот здесь на поплавок, или посередине поплавка, или 2/3 попадает в ваше расстояние. Что при этом надо делать, когда вы садите рыболовную сеть? Да, ячея, как обычно, мы начинаем с вами с расчетов. Да? Чтобы любая сеть, чтобы ее изготовить, сначала необходимо ее посчитать. То есть здесь ячея 45 миллиметров. Ячея 45 миллиметров. Или 4,5 сантиметра. 4,5 сантиметров. Значит, поплавок мы здесь считать не будем. У нас Патент уже пойдет, финский шнур. Значит, вверх. Да, и скажем, здесь, для примера, то, что у вас вопросы были, вопросы по количеству набираемых ячей, да, будем мы здесь в этой сети делать одинаковое количество ячей. То есть вверх 4,5 умножить на 4 ячеи равняется 18 сантиметров. 18 сантиметров минус 10% равняется там 16,2. 16 там и 2 я не беру, чтобы там, можно, конечно, правильно, 16,2. Но так как вверх мы можем взять в минус небольшой, да, 16 и плюс там 2 миллиметра уйдет на узлы, если мерить не посередине узла. Да? Сначала узла, и в завершении узла будет там 16,2 ваших сантиметров. Вверх 16 сантиметров. Да? Низ также 4,5 умножить на 4. Низ будет 18 сантиметров. То есть по равному количеству ячей, что сверху будет 4, что снизу будет 4. Да? Величины допустимые. Здесь средняя величина 16, здесь средняя величина 18. Все это хорошее значение, садовое значение, да, средних величин. Все в этом и будем делать сеть. В этих параметрах, в этих значениях. Все то же самое, ничего не изменилось. Берем сетеполотна, да, там 1/3. Берем удавочку нашу. Да. Также ее затягиваем. Там раз, к примеру, раз. Вокруг 2. Можно сделать 3, 4, кому как удобно. Просто она немножко большая под более другие полотна. То же самое. И вешаем на рабочий крючок. Как я и говорил, что вот у меня крючки. Можно повешать там на дверную ручку. Да, куда удобно привязать. К батарее, к стулу. Где удобно работать. Это простая самая сеть, которая не требует каких-то дополнительных моментов здесь. Да, вот повесили также. И также продолжаем там грузовой шнур 50 сантиметров.
Так как мы с вами срастили два полотна в жгуте по 60, она получилась по длине 120, да, по длине 120 метров, два полотна просто срощены, да, и по верху сети она получится непосредственно уже 54 метра. 54 метра по верхнему шнуру. По нижнему шнуру она получится 120 там, то есть уже получится 60. И плюс два конца по 50, 61 метр потребуется вам грузового шнура. Все то же самое, то есть грузовой шнур 30, да, вот. Опаиваю его здесь, зажигалка. Да, слюнями запаиваю. Также отмеряю на нем 30 сантиметров, ой, 50 сантиметров. 50 сантиметров, да, 50, 30 грамм просто, ошибся немножко. Также сюда подвязываю уже челнок на нижний, чтобы узел был непосредственно уже внизу. И то, что я как бы вам и говорил, да, там отвечал на вопросы уже. Да, зачем, там, скажем, делать уж очень хорошую сеть, да, ее можно сделать, но с ней надо быть. У меня есть такая сеть, хорошая сеть. Здесь ячея 45 миллиметров, значит, можно прицепить первую ячею просто одну. Просто одну ячею я подцепляю. Делаю захват на шнуре 30 грамм на метр, да, чтобы проходила игличка. Как я вам уже и говорил, там отвечая на вопросы, да, ну, просто берем, садим, потом ее или ремонтируем, или уже непосредственно там меняем полотно, да, и будет нормально у вас сеть. 4 ячеи, набор будем по 4 ячеи делать с вами 18 сантиметров, да, пенек оставлять здесь 1,5 сантиметра там, да, также 1,5 сантиметра, и так и продолжаем это все делать. То есть этот момент вы уже весь знаете, да, умеете уже делать. Все, я вам просто взял эту сеть на пример. Только из-за того показать вам по поводу верхнего шнура патента. По патенту. Уже когда я закончу, перейду, начнем патентом с вами садить, да, на эту сеть. Там уже вам покажу, что необходимо делать, когда попадает расстояние на поплавок. А также вот все, 4 ячеи, все при вас. То есть по 4 ячеи, как и просили, задавали вопрос там. Обязательно разное количество ячей? Нет, пожалуйста, одинаковое количество ячей. Это простая сеть, там, скажем, 30 грамм на метр на ней стоит на протоку, да. То есть это расстояние 18 приемлемо. Но, скажем, лучше ее посадить, конечно, на 3 ячеи. Лучше низ, она будет лучше посадить на 3 ячеи. Если используете там настоящую воду и грузовой шнур там порядка 22 метров, лучше посадить ее на 3 ячеи. Ну вот, мы с вами подошли уже к завершению. Стали делать все это быстро. Уже становимся с вами профессионалами, да, в этой области. То есть мгновенно делаем с вами низ рыболовной сети, да, и вот подходим к завершению и посмотрим, какое количество ячей там опять останется. От осталось 4 ячеи. Здесь осталось 4 ячеи. Значит, я подхватываю здесь 3 ячеи. 3 ячеи. Так как здесь полотно 45 миллиметров, да, 45-ка, то тогда мне здесь необходимо сделать этот промежуток на 3 ячеи 13,5. Я прикладываю линеечку 13,5, да, делаю пенечек, да, делаю узел, и оставшуюся ячею одну я уже прихватываю
Да, вот на этой сети у нас получилось неравное уже количество ячей. И вот последнюю ячейку смотрю, чтобы она не запуталась, да, разбираю ее. Все ровненько, да. Одну ячею пристегиваю также к шнуру. Также делаю 50 сантиметров, да, обрезаю шнур, опаиваю, переворачиваю и начинаю садить вверх. Начинаем садить вверх на патент, и там уже посмотрим, когда будет попадать на поплавок. Ну вот, мы с вами перевернули сеть и делаем то же самое, те же самые движения. Берем шнур патент плавающий, да, также его здесь опаиваем, также его опаиваем. Опаяли. Отмеряем 50 сантиметров также по верхнему, по шнуру. 50 сантиметров отмерили. Вот попадает даже на поплавок. Да, попадает на поплавок 50. Ну вот возьмем за поплавком. Вот здесь первый узел. Возьмем за поплавком. Также здесь нить, узелочек у меня, да, вот метка. Вот она уже стоит, узелочек, да. Те же самые движения. Здесь мы с вами также 4 ячеи. Мы внизу садили на 4 ячеи и вверх будем садить на 4 ячеи с вами. На 4 ячеи. Обрезаем здесь собранные петли. И начинаем садить. То есть также пристегиваем первую ячею одну. Одну ячею пристегиваем. Берем расстояние, чтобы только проходила игличка. Четыре ячеи, 16 сантиметров. Отмеряю расстояние 16. Ну, отмерили расстояние, которое нам необходимо, да. И начинаем садить на верхний шнур патент. Также пенечек оставляем там 1,5 сантиметра, больше не надо, потому что шнур патент, скажем так. Поплавка тут нету, поплавок уже встроенный в шнуре идет. То есть остальное вы все знаете. Просто тот момент при посадке, когда будет попадать непосредственно на поплавок будет попадать расстояние. Как вот попадет оно, я вам покажу, что необходимо при этом сделать. Ну вот, мы начали сеть, да, и уже сразу мы попали на поплавок. Вот наше расстояние, да, наше расстояние. Вот посередине поплавка попадаем, когда садим. Набрано у нас 4 ячеи. Можно в этом случае сделать что? Или посадить уже на 3 ячеи, взяв расстояние, да, на 3 ячеи. То есть в этом случае сейчас мы сделаем на 3 ячеи, да, вот одну ячею я снимаю отсюда, да? 3 ячеи на саду, и 3 ячеи это 12 сантиметров. 12 сантиметров, вот отмеряю 12 сантиметров, да, и я попадаю до поплавка. До поплавка я попадаю. Беру 12 сантиметров и также подсаживаю эти 3 ячеи уже, то есть с расстоянием на 12 сантиметров.
И дальше продолжаем мы уже опять набирать по 4 ячеи. То есть это первый момент, который мы можем сделать. Дальше начинаем продолжать садить сеть по 4 ячеи. С тем же расстоянием. Сейчас еще раз, допустим, мы подойдем на какой-нибудь поплавок, попадем, да? Еще покажу, как можно сделать по-другому. То есть подсаживаем дальше. Ну вот еще раз, то есть мы попадаем с вами, да, попадаем на 2/3 поплавка, наша метка. Необходимо делать узел. В этом случае, допустим, делаем 4 ячеи, я не снимал там ячею, 4 ячеи. Также мы здесь до поплавка их захватываем, 4. Замеряем расстояние. Замеряем расстояние, сколько у нас тут? 12 сантиметров, да? 12 сантиметров мы сделали. Набираем 4 ячеи. 4 ячеи. И у нас с вами в двух промежутках, мы промежуток делаем 16 с вами. 16, да? То есть у нас в двух промежутках должно находиться уже 32 сантиметра по 16. 12 мы сделали. 12 сделали. То есть и это расстояние нам необходимо просто сделать 20. Да, если набирать по 4 ячеи. Прикладываем, делаем 20 сантиметров, да. И точно так же делаем этот захват. По ячеям у нас расположено то же самое. По 4 ячеи, да, по 4 ячеи, что здесь 4, что здесь. Но эти два расстояния входят в 32 сантиметра. То есть вот такие два способа можно делать на этом шнуре патент. Можно делать вот так, его как бы садить. Тем способом или 3 ячеи снимать, да, насаживать 3 ячеи на расстояние, или по 4 ячеи, ну, выдерживать в двух садах это расстояние. Ну вот, пользуясь случаем, да, на этой сети, закончился шнур патент. Закончился этот шнур. И тот, кто не видел, скажем, там, да, не смотрел уроки изначально, берем один шнур, да, берем второй шнур, продолжение шнура, да, сантиметров 5 накладываем друг на друга, накладываем сантиметров 5. Берем иглу, нитку туда 0,8 миллиметра капроновую. И начинаем это прошивать. Этот шнур начинаем прошивать. Стежками начинаем его прошивать. Проходим стежками в одну сторону и во вторую сторону. Его продеваем иглой до тех пор, пока он будет протыкаться. Скажем, более-менее свободно протыкаться. Ну, если не будет, можно взять там что-нибудь плотное, там крышку. Или что удобно, там под рукой есть. Начинаем его прошивать эти 5 сантиметров. Ну вот, прошли в одну сторону. Прошли его, простегали в одну сторону. Да, вот один даже хвостик я уже подшил тут. Ничего страшного. Иду в другую сторону.
Прошиваем в другую сторону. Ну, еще раз. Еще в обратную сторону. Еще есть запас, скажем, здесь. Да, можно еще пройтись для крепости. Ну вот мы прошлись, да, там 4 раза, обрезаю, оставляю хвостики, да, сделаем узелочек на этой нитке, можно не делать. И то есть вот это все собрали и начинаем ставить бандаж. Берем другой челнок, другую игличку. Ну, я здесь потолще нитку взял. Ну, разницы нету, этой же ниткой можно 1 и 2. Да? Я просто потолще, чтобы было более видно. Да? Закрепил. И начинаю, кому как удобно, влево или вправо, вокруг нити. Челнок влево, вправо, кому как удобно. Нитки выравниваю, да, то есть делаю эту оплетку. Нитки выравниваю, чтобы они друг с другом здесь шли. Ставлю бандаж, чтобы ничего не бахрилось, не распускалось. До завершения, до того, как скроются хвостики, буквально хвостики скрылись буквально 2 раза вокруг шнура, когда они скрылись. Да, можно побольше, кому как удобно. Да. И теперь продеваю тут вот в эту петлю, продеваю челнок, продел,
Вот он зашел. Теперь вот за эту непосредственно нить, да, которая здесь находится, цепляю рабочие ножницы, чтобы протянуть. Руками это будет невозможно сделать. Да, накручиваю и протягиваем в эту сторону. Все, бандажик наш готов здесь на шнуре. Шнуры мы срастили. Ну, продолжаем работать дальше. Ну вот мы с вами опять быстро посадили рыболовную сеть на плавающий шнур Патент. Осталось буквально несколько петель. Опять посмотрим, чем там она заканчивается, да, чтобы вам непосредственно уже показать, если там нечетное количество ячей. Это то же самое, что и делали снизу на этой сети, да. Вот остается, да, 3 ячеи, также остается 3 ячеи. 3 ячеи, подхватываем 3 ячеи, 12 сантиметров, 12 сантиметров, также пенек. И также остается 1 ячея там. Вот, подхватываем последнюю ячею. Обязательно ее просматриваем, потому что она может запасть. Она может запасть здесь, перехлестнуться в сети полотне. Да, вот 1 ячея, подхватываем 1 ячею. Оставляем, чтобы проходил челнок. Небольшой там пенечек, 2 миллиметра. Когда вы делаете узел, то этот пенечек уходит. Все, затянули. Также прикладываем линейку, отмеряем 50 сантиметров, обрезаем, можно побольше оставить, как я вот это сделал, чтобы не рядом с поплавком это все было, да. Это опаиваем, да, и продеваем уже боковую нить. Полотно здесь 1,8, боковая нить опускается на любом высоте полотна, опускается на 20 сантиметров относительно полотна в жгуте. Все, спасибо за внимание, до новых встреч!